Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски с белорусским политическим обозревателем, политологом Юрием Воскресенским. Он на связи. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Ох, наделала много шуму прямая линия с Путиным. Ох, наделали много шуму в Америке с новой порцией фотокарточек архива Эпштейна, где и Трамп упоминается с девочкой, и, конечно, фронтмен и звезда всего этого, скажем так, нового вброса — это Клинтон в женском платье, тот, который бывший президент, с Моникой, да, скандалился. И параллельно с этим мы наблюдаем очень серьезную эскалацию на фронте и переговоры в той же Америке. Трамп никак не комментирует пока, по крайней мере, на состояние и на момент нашего разговора вот эти упоминания в этом сливе, да, по требованию Конгресса. Говорит, что я поехал во Флориду, много у меня дел, вопросов, да и вообще сейчас в Америке и Дмитриев, и, в общем, решают вопрос Украины. Станет ли, на ваш взгляд, скажем так, такой очень удачной сделкой переговоры, и эта итерация переговоров по урегулированию войны в Украине, на фоне, скажем так, омрачающих моментов репутационных для самого Трампа, и на фоне, конечно, жесточайшей эскалации, которую мы наблюдаем сейчас на юге? Спасибо за вопрос. Действительно, Трампу и американской администрации нужны какие-то реальные достижения. Именно поэтому сегодня президент мира начал очередную военную операцию в Сирии под названием «Соколиный глаз», где применены все виды вооружения, находящиеся там на американской базе. И вертолеты, артиллерийские, ракетные системы. Кого они там полируют в очередной раз, не знаю, но министр войны, это его сейчас официальная должность у президента мира, министр войны, сказал, что мы ликвидируем боевиков. Исключительно так, видимо, по аналогии с операцией в Венесуэле, когда вот этих венесуэльских мальчишек, рыбаков, обездоленных, которые пытаются выйти в море хоть что-то заработать, их обвиняют там, в работе на наркокартеле. В общем, ситуация, как сказал президент Лукашенко, выступая на нашем Всебелорусском народном собрании вчера, ситуация в мире следующая. Мира нет, но гонка за премию мира идет. Вот. По поводу перспектив того, что сейчас обсуждается в Майами, наверное, есть такой очень точный индикатор у букмекеров, как сайт Polymarket. И мне кажется, если обратиться к нему, можно примерно определить вероятность какого-то мирного соглашения. Дело в том, что и лауреаты Нобелевской премии, и победители Евровидения, да, например, даже президенты в каких-то странах, эти все события, они очень живо на этом сайте Polymarket обсуждаются, на них делают ставки. Нет, Юрий, вы как бы, тут же Многочисленные. ставки — это ключевое. Тут люди Да, деньги зарабатывают. конечно. Тут если ты свои кровные поставил, то, конечно, ты хочешь выиграть. Так вот, деньги они не обманут. Деньги они не обманут. Потому что полимаркеты и вся эта, так сказать, букмекерская, лудоманская публика, они ж не враги сами себе, в том числе представители очень крупного капитала. Итак, будем кратки. И, открываем сайт полимаркета и видим, что вероятность мирного соглашения между Россией и Украиной в декабре 4%. В январе, на 31 января, они оценивают в 6%. Март резко повышается. На конец марта они ставят 26%. Но вот существенный перелом идет ближе к концу года. Если мы берем 31 декабря 2026 года,
то вероятность такого соглашения оценивается в 58%. Я предлагаю исходить из этих цифр, Почему? потому что они очень исторические даже. Все политические события, которые пропускали через этот сайт, на 99% совпадали с вот этими цифрами. Как только цифра переходит через меридиан 50%, и тем более приближается к 60 и выше, практически всегда это событие происходило. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что даже если в конце следующего года, понятно, что на 26-й год, мы говорили об этом десятки раз в эфире, еще раз подчеркнем, никаких мирных соглашений не будет. Бюджеты сверстаны, оружие пакуется, поставляется, политический класс Украины ни на йоту не задумывается о будущем страны. Значит, если брать центральную власть, они переименовывают копейку в шаг. А если брать региональные власти, например, Киевский горсовет, они сносят остатки культурного наследия Украины в виде памяти Булгакова, Ахматовой, Глинки и других коллаборантов. Вот, поэтому, значит, 26-й год, и понятно, под каким знаком пройдет. Под знаком войны, милитаризации, ухудшения качественного жизни украинских домохозяйств. Вот, значит, ну и, естественно, количество большого жертв. Что касается конца 26 года, вполне вероятно, в том числе беря вот эти цифры на полимаркете, да и другие факторы, что стороны могут быть в том числе, да, берем фактор усталости и населения, и киевской власти, сейчас все и украинской власти центральной, ведь все это сейчас пойдет по геометрической прогрессии, все недовольство. Оно уже начало впервые за все 4 года практически военной операции выкатываться на улицы. Люди выходят, ходят там по переходам, что-то перекрывают и чего-то требуют. Понятно, что Света требуют, Юрий. да, понятно, что с наступлением зимы их требования перейдут и к политическим. Соответственно, вот этот фактор усталости, он может повлиять на украинский политический класс. Потому что украинские-то все депутаты и руководители, они же все со светом. У них есть роскошные коттеджи, генераторы. Многие из них живут не в Украине. Семьи почти всех их не находятся в Украине, поэтому они не являются такими сейчас сторонниками здравых решений, потому что всю эту боль и трагедию, к сожалению, не испытывают на себе и своих близких. Ну, дети Стефанчука, которые находятся в Варшаве, разве они испытывают последствия от разрушенного в Затоке моста? Конечно же нет. Конечно же нет. Поэтому мой прогноз такой. Значит, я солидаризируюсь с сайтом Polymarket. Никакого мирного соглашения подписано не будет до тех пор, пока к украинскому политическому классу именно к нему, потому что они сейчас являются лицами, принимающими решения. Потому что им абсолютно наплевать на мнение украинцев, даже они подгоняют свои лживые соцопросы под свое желание продолжать войну. Ну, например, возьмите последний опрос, да, Киевского этого Международного института социологии. Якобы выкатил, что 72% за то, чтобы продолжать, значит, войну, стоять на своих условиях, не идти ни на какие уступки, не выводить войска и так далее. Но разве это является правдой? Конечно же нет. Конечно же большинство украинцев, к слову, как и абсолютное большинство белорусов, все хотят мира, все хотят прекращения этой всей ситуации, хотя бы обсуждения накопившихся вопросов, обсуждения того, как нам выйти из всей этой истории. Ну А так обсуждения украинцы... много. Вот посмотрите, много обсуждения, Юрий. И все обсуждают. Сколько встреч в Майами, да, то, с чего мы начали. Но тут принципиально интересен другой момент. Вы солидаризируетесь с Polymarket. Ну, в принципе, многие так делают. Ну, не в плане
там букмекерских каких-то игр, а в плане, ну, конкретного, скажем так, видения процессов. Все должно вызреть, все должно, как бы, все точки над «и» должны быть расставлены. Очень интересно это прокомментировал Путин вчера. Говорит, смотрите, задача максимально подвести и протянуть войну до выборов в Конгресс. Это мы тоже с вами обсуждали Да? неоднократно. И вроде как это такая банальная истина, и понятно, Трамп хочет эту историю, скажем, завершить и положить себе в гандикап победу, и не допустить этого. Но получается, что эти 90 миллиардов кредита, Зеленский вот тоже интересен, как бы этот персонаж, как политик, да, по политическим заявлениям. Буквально 2 дня назад он говорил, если не дадут репарационный кредит, ну, если не влезут в деньги российские активы, да, то, ну, собственно, все, мы проиграем. А вчера буквально после решения говорит, нет, это хорошо, это здорово, спасибо, Европа, супер, теперь вот у нас есть как бы маркер, что деньги будут, нас Россия постоянно хочет, в общем, подвести под монастырь, сказать, что у нас нет денег, а теперь деньги есть, поэтому это серьезный шаг для того, чтобы давить на Кремль, давить на Путина. Понимаете, получается, что эти 90 миллиардов из денег налогоплательщиков исключительно для того, чтобы в выборы американские вмешаться и подкосить ножку стула у Трампа, чем, в принципе, глобалисты уже на Европейском театре военных действий занимаются. А Зеленский выполняет конкретный заказ. И здесь уже все равно. Славянск, Лиман, Гуляй-Поле, тяжелые болевые точки, да, где неразбериха на фронте, где ТРОшники, отступая, чуть не попали под дружественный огонь, об этом официально сообщили. То есть, ну, ужас, что происходит, неразбериха. А у нас глава Генштаба на переговорах в Майами, да, обсуждает с Виткофом чего, где и как. А у нас там Умеров, гражданин США, так сказать, ну, возглавляет вот эту переговорную группу. Все смотрят, чего привезет в Америку из России после таких-то выступлений Виткофу Дмитриев, да, тоже интересен, скажем так, этот контакт. Потому что, если помните, то первый план, это был план Уиткофа-Дмитриева. И получается, что абсолютно плевать на эту линию разграничения и на очень подробные, с процентами, с перспективами, с прогнозами, что до конца года еще существенно изменится линия фронта, те, которые мы слышали вчера. Получается, что, собственно, ну, и Донбасс так не нужен. И понятно, что никто не хочет выводить войска и не будет это делать, а будут просто там то ли прикрываясь каким-то референдумом, который невозможно провести, выборами, которые тоже предмет торга, будут просто продолжать эту войну. Как вы думаете, а где же, ну, как разрубить этот Гордиев узел? Смотрите, ну, во-первых, я приглашаю наших всех зрителей к активному комментированию. Может быть, мы там черпанем какие-то идеи для мирного урегулирования. Поэтому приглашаю ставить лайки, репосты, расшаривать канал Александра, потому что работаем прежде всего для вас. Значит, второй момент по поводу, как разрубить Гордиев узел. Вот вы сказали, что Зеленскому все равно на Славянск, на Краматорск. Я скажу больше, ему все равно на Украину. Ему абсолютно плевать на Украину и украинский народ. Потому что если б хоть толика у него было эмпатии, сочувствия, он бы немедленно бы, еще тогда с начала 22 года, ну, оставляем за скобками вообще вопрос, что не нужно было допускать эту войну, но тогда бы начал договариваться напрямую со своими визави, а не через каких-то посредников, которые могут искажать информацию. Вот что мешает взять трубку, потребовать соединения. Он же связывался после начала специальной военной операции с президентом Лукашенко. Вот если бы у него хоть толика было какой-то любви к украинцам, он бы давным-давно бы начал прямые переговоры, где бы поставил абсолютно очевидные вопросы. Что, ребята, что вам надо?
что вам надо, что я могу сделать, на что я не могу пойти. Давайте остановим убийства взаимные. Давайте остановим разрушение взаимное. Истощение, оно тоже взаимное. Несмотря на то, что понятно, что истощение и разрушение Украины, оно на порядок больше, чем у российской стороны. Но оно взаимное, это очевидно. Вместо этого этот человек, безусловно, талантливый актер, как подчеркивают лидеры многих государств, думает, что снимает сериал, который можно потом переписать, стереть, подчистить сценарий. Вот на самом деле он так и рассматривает эту всю ситуацию, потому что все его действия на мировой политике напоминают слона в посудной лавке. Но так не делается политика. Не превращается вот эта трагедия людская в бесконечное шоу. Даже возьмите вот это чудо в Купенске. Ну, действительно, как сказал президент Путин, ну, если ты пришел к порогу, так зайди вовнутрь и покажи, что вы контролируете Купенск. Или Купянск, кто как говорит. Вот. Ну, зачем это все? Это исключительно для пиара. А пиара для чего? Для того, чтобы выбивать деньги. Фактически он стал инструментом после того визита к руководителю Ми-6 в 21 году. Напомните, я все время забываю какой-то год. Вот, значит, по-моему, то ли 20-й, то ли 21-й, он стал инструментом в руках глобалистов. И действительно, сейчас они все ставки поставили на выборы ноября 26 года. Чтобы вы понимали, какая сложная ситуация в Конгрессе у Трампа, возьмем последнее голосование по Венесуэле в Палате представителей. Значит, Трампа поддержало 213 человек. Ну, обсуждалась резолюция, что запретить операции, в том числе в Венесуэле, без разрешения Конгресса. Значит, за эту резолюцию проголосовало 211 человек, то есть против Трампа, а против 213. То есть перевес 1 голос, ну 2. Ну, если бы на 1 меньше проголосовало, было бы уже поровну. Вы представляете, то есть 1-2 голоса перевес. После вот этих публикаций, связанных с делом Эпштейна, которая ударит, в том числе, безусловно, ударит по Трампу, потому что он там присутствует, значит, можно ожидать определенных электоральных изменений. Ну и сейчас, если мы фиксируем рейтинг Трампа на любых каналах, от протрампистских, таких как Fox News до CNN, он везде падает. И даже вот сейчас, когда еще не прошел даже год с момента его избрания, преимущество 1-2 голоса. То есть вы представляете, что будет в ноябре, особенно с учетом того, что он впервые за 30 лет почти проиграл выборы мэра Флориды, столицы Майами, и, значит, проиграл выборы в Джорджии, которая с очень значительным перевесом год назад голосовала за республиканцев. Поэтому Зеленский ждет этого момента. Более того, он допустил такую низость и наглость, намекнув на физическую смерть президента США. Вы же слышали, что он говорил. Ну, хорошо, может, он не говорил слово «Трамп», но он говорил, люди приходят, люди уходят, люди умирают. Так что этот вопрос НАТО еще подвешен. А помните, до этого это, он конечно, говорил то знаете, же самое про Путина. Вы это, помните, конечно, он... как какой-то, ну, как бы, насколько из контекста украинцы поняли, что это типа про Путина. Ну, вот как бы, да, вот это продолжение этой истории. Хотя прозвучало, да, действительно, так, если послушать, там же какая-то, это же множество заявлений, понимаете? То есть всем кажется, что чем больше ты вот это вот выступаешь, да, обладая булавой должностью, тем ты круче, тем ты вот это вот. На самом деле нет. Потому что заявление двухдневной давности от президента, ну или человека, считающего себя президентом, или президента на продленке, ну не будем здесь вдаваться, но ты как бы руководишь страной, они одинаковы по весу. Как ровно то, вот мы вчера тоже это заметили, говорит Путин,
Все, будем, значит, как я сказал, летом 24 года. Все как-то, подождите, а что сказал, какие условия летом 24 года? 14 июня, 24 год. Выводите войска с территории, которые Россия признала своими и приняла в Конституцию, и мы тут же останавливаем огонь и начинаем переговоры. И там уже дальше, в общем, разбираемся. Причем, смотрите, за этим же не кроется, что надо передать территории. Опять-таки, такое ощущение, что дипломатии нет, да, взять и отдать. Нет, просто вывести войска, а там дальше уже, как бы, ну, в общем, беседовать с людьми, беседовать там о судьбах и далее. Но за это не ухватился никто, потому что нули без модуля, потому что абсолютное непонимание того, что ты говоришь, заявляешь и какой вес имеют твои слова. И тут я с вами согласен, да, многие так и восприняли. Там же как, Байден, оказывается, был против всю жизнь, а вот эти все цирковые номера с переподвыперто там, да, вот этим, а давайте мы сейчас подпишем заявку срочную в НАТО, ну, в начале войны, когда они там выстроились, там взяли ручку и давай подписывать. Это профанация. Все поняли, что это профанация. А это 20-й там, например, год, да, 22-й, простите, то есть 22-й. 20-й это был в Ми-6 визит к Муру. То есть, и все посмотрели, что это все просто какой-то элемент шоу. Точно так же и здесь. Трамп что, умереть должен, а придет кто-то другой и скажет, о, давайте теперь вы в НАТО будете? Или Путин должен умереть? То есть абсолютно, абсолютно, в общем, язык без костей у Зеленского, да, и он это демонстрирует каждый раз. Но тут возникает же другой вопрос. До чего этот язык может договориться в конкретном случае? Я был просто шокирован вчера, когда он говорит, мы знаем, где у белорусов стоит орешник. И поделились этой информацией с западными партнерами. Я сижу и думаю, человек, который провалил Курскую операцию, потому что американцы на день отключили разведданные, ну или там на пару дней, помните? Тогда сразу начался, скажем так, массовый отход. Просто, и все эксперты военные говорят, да, это потому, что спутники прикрыли, привет. Ну, то есть проблемы так бы продержались, конечно, дольше. Но он говорит о том, что Орешник знает, где стоит. Орешник – специфическая ракета, носитель ядерного оружия. Я почему-то уверен, что кулуарно, не публично, по военным каналам, ну, как бы никто и не скрывает, где стоит Орешник, потому что это потенциальная точка угрозы, есть международные, ну, такие джентльменские и истекшие, но тем не менее договора, которые, ну, скажем так, позволяют это контролировать, для того, чтобы условно не было какого-то пуска и не началась ядерная война. Хотя бы поэтому. Поэтому это же не особо большая тайна. Важно то, что Орешник этот есть. Но Зеленский говорит, я вот, смотрите, сейчас поделился страшной тайной, которую взял у тех же партнеров западных. Если вы помните, некоторое время назад весь украинский бомонд хохотал, значит, когда читал новость, что про Беларусь, в Беларуси будет орешник. Теперь ему уже не до смеха. Уже он приехал и 17 декабря стал на боевое дежурство. Это действительно очень серьезное кинетическое оружие, которое отличается и от крылатых, и от баллистических ракет. Оно было единожды, значит, применено один раз 21 ноября 2024 года по заводу Южмаш. И то, заметьте, с какой корректностью политической оно было применено. Значит, во-первых, оно было применено в ответ на то, что 19 ноября, значит, украинские вооруженные силы атаковали Брянскую область ракетами «Атакамс». А утром 21 числа днем, значит, они атаковали Хаймерсом и Штерм-Шодоу, тоже самое Брянскую и частично Курскую область. И только тогда политическое руководство России приняло решение ударить по, значит, заводу Южмаш, в том числе в рамках программы ликвидации украинских ракет «Нептун». При этом за полчаса до применения этого сильнейшего оружия по дипломатическим каналам Россия сообщила о его применении Соединенным Штатам Америки и европейским партнерам, вот, несмотря на все противоречия. То есть соблюдена была полная корректность, и, может быть, благодаря этому жертв удалось практически избежать, потому что люди успели утечь.
с того места, значит, или либо спрятаться в укрытиях, хотя вряд ли там в укрытиях они бы спаслись. Что касается места размещения орешника, ну, конечно, сейчас вся Земля просматривается спутниками, значит, спутниковыми снимками, и это не является секретом. Американские, европейские спецслужбы давным-давно знают, где что расположено. Поэтому, когда он в очередной раз говорит о том, что мы передаем места дислокации, ну, это вызывает какой-то гомерический хохот. Кто кому передает? Вообще-то это тебе передают всю информацию, абсолютно всю, к сожалению, благодаря которому ты делаешь успешное в ряде случаев целенаведение и держишь фронт. Пока еще держишь, несмотря на прорыв его в ряде мест, но в целом-то украинская армия удерживает позиции, удерживает линию боевого соприкосновения. Я имею в виду с точки зрения стратегической, потому что когда идет стратегический перелом и прорыв, то скорость уже меняется, и армия воюющая, победителя, проходит гораздо большее число километров. Сейчас, значит, потенциал украинской армии, к сожалению, не сломлен. Русские с обработанными мозгами, которые называют себя украинцами, значит, они отстреливаются действительно до последнего патрона. И это невозможно купить ни за какие деньги. Это не могут делать наемники. Это не могут делать какие-то заезжие гастролеры, которые приехали там, значит, на сафари. Это могут делать только люди с промытыми мозгами, с промытыми в щент, как говорят у нас в Беларуси. Вот, поэтому, к сожалению, вот эта промывка, которая осуществлялась с 91 года, начиная да, с развала Советского Союза, она принесла свой результат. Но вы знаете, оценивая перспективы так называемого мирного соглашения, еще надо обратиться к очень серьезным цифрам, которые были закреплены в Стамбульском соглашении. Вот мало кто этот поднимает вопрос, по-моему, даже практически никто не поднимал. Но если мы поднимем цифры и предложения украинской стороны, мы увидим, что они отличаются от нынешних реалий в 3, 4, 5, 10 раз. Ну, например, вот я специально сел да проработал Стамбульское соглашение, которое было опубликовано в американской прессе, например, в Нью-Йорк Таймс. Украинская армия требовала, украинская сторона требовала оставить себе армию в количестве 250 тысяч человек. А российская армия говорила, нет, мы требуем 85 тысяч и плюс 15 тысяч нацгвардейцев. То есть не более 100 тысяч человек. Соответственно, компромисс мог был между двумя этими быть цифрами. 100 тысяч и 250. Ну, условно говоря, берем посередине 175. Сейчас же они заявляют, да, европейские наши партнеры, в кавычках партнеры, конечно, и украинская сторона о 800 тысячах человек. Ну ладно, мы готовы на компромисс 600 тысяч. Ну какой же это компромисс, если в Стамбуле вы сами предложили 250 тысяч? То же самое, значит, по всей технике, там все очень детально прописано. Например, боевые бронированные машины украинцы предлагали 2400 штук себе оставить. Россияне говорили о том, что нет, 1029. Боевые вертолеты 60. А россияне говорили, нет, 10 надо. Боевые самолеты 74. Вот здесь меньше всего разница, потому что российская сторона настаивала на 50. РСЗО 600 против 96. ПТРК 2000 против 333. В общем, по всем позициям те цифры, которые сейчас в плане пункта только касаемо армии предлагает Украина, они в 3, в 4, в 5 раз жестче, чем Стамбульские соглашения, когда у Украины
ну, скажем так, когда у армии России еще не было стратегической инициативы. Значит, потому что стратегическая инициатива у армии России появилась после Курской освободительной операции. До этого как бы на поле боя все-таки либо инициатива была у вооруженных сил Украины, либо был паритет. Так вот, даже тогда, когда все, значит, карты складывались, как говорит наш президент мира, карты, да, значит, и вчера Навроцкий обсуждал с Зеленским его карты, картежники, наверное, не знаю. Значит, когда все карты были, козыри все у украинской стороны, даже тогда цифры были в 3, 4, 5 раз, значит, либеральнее, назовем так. А это о чем говорит? Это говорит о том, что только по этому пункту, а это ж только один пункт, это только один пункт, касаемый украинской армии, уже просвета не видно. А таких пунктов то ли 28, то ли 20, то ли 16 до сих пор никто не может разъяснить. Из этого я прихожу к выводу, что вот этот процесс обсуждения всех этих пунктов, он займет как минимум год, а там будет видно. И это, Ну, так знаете, что самое? смотрите, видно Да. будет, ну, мой всегда аргумент на эти, скажем так, вещи, что там, ну, то, с чего мы начали, что война там до конца 26 года, а, так Украина может не выдержать, понимаете? Ну, народ. Могут пойти процессы такого распада, регионального распада, еще... Вот смотрите, то есть Одессу сейчас отрезают от моря. Причем мы видим, что Измаил, да, там и концерты отменяют, ужасный удар по портовой инфраструктуре, 27 человек ранено, 8 погибших, там стояли фуры, ну, то есть это парковка, то есть понятно, да, прилетела по порту Одесской области. Этот мост на Маяках, да, все говорят, вот, мосты невозможно уничтожить, у нас там такие супер-пупер, скажем так, еще из советского времени мосты. Нет, спокойно, видите, как несколько ударов подряд, конкретно по одному мосту. Все, теперь сейчас выходит премьер-министр Свериденко, говорит, мы будем работать над тем, чтобы в объезд их пустить. Так это только одна локальная зона, ну вот одна. А как вы говорите про Стамбульские соглашения, один пункт. Так это только один такой, ну, регион, важный, безусловно. Там уже считают, говорят, проблемы с ГСМ будет возникать, проблема там с продовольствием, проблема с выездом, потому что сразу несколько пунктов пропуска перекрыли. Непонятно, как их будут открывать, потому что туда не доехать. Имеется в виду граница, да, с Молдовой. Там, и вот давайте в объезд пускать. То есть это колоссальная проблема. Только за счет вот и таких тонких мест за этот год будет поражено очень много. Плюс вы говорите армия. Сегодня выходит Буданов и делает феерическое заявление. Вот просто феерическое. Вы знаете, наверное, что в Украине все считают, что если там ты показываешь мобилизацию, как пакуют в бус, как бьют тебя, как тебя там, собственно, заставляют родину любить и ее отправляют защищать, то ты вражина, агент Кремля и так далее. Он выходит и говорит, ребята, вы переоцениваете роль России в этом процессе. Мы, украинцы, провалили мобилизацию, мы наглухо просто вчистую ничего не смогли предложить людям в плане того, чтобы этот процесс шел нормально. Мы сами угробили вот этот, скажем, очень важный пункт. И если мы видим такую констатацию, даже если что-то начнется, ну, гипотетически исправляться в этом отношении, в плане мобилизации, ну, а прежде всего, что начнет исправляться? Все понимают, все взрослые люди. Вот сейчас так смотришь, оцениваешь, например, да, образование в Украине получать, ну, я имею в виду там высшее, среднее, ну, а кем ты будешь? Где ты будешь работать? Вот инженером чего ты будешь? Да? Все заточено конкретно на войну. То есть человек или в военную сферу идет, каким-нибудь там дроны собирать, да, там каким-то конструктором чего-то где-то. Но этих людей нужны единицы. Или что? Или идет в армию. Потому что, ну, куда дальше? Только уезжать. Понимаете? То есть в стране только в армию можно отправиться и более-менее, скажем так, пытаться строить там какую-то свою там дальнейшую карьеру, опять-таки в расчете на то, что Зеленский же обещает, что военных не бросят, дадут контракты. Вообще все крутится вокруг войны, все это понимают. И, ну,
И ты понимаешь, что только так, от нужды, от безнадеги, людей получится, наверное, загнать в ряды вооруженных сил, но они принципиально этого не хотят делать. Только там через какое-то время, там, через 3 года, через 5, когда абсолютно высосут все соки, и зарабатывать в Украине можно будет только на войне или рядом с войной, только тогда какой-то, может быть, какие-то реформы получится провести. А так это же просто проигрыш вчистую. И это быстро не исправишь. За этот год от Украины может остаться жменька, ну, пригоршня, понимаете, от этой всей былой страны. Потому что люди, ну, как бы на исходе, и терпение на исходе, и вообще, в принципе, понимание, что происходит. Поэтому сроки там год давайте повоюем, кто-то говорит 2 давайте повоюем, давайте. Только это говорят те люди, которые не воюют, они или за рубежом, или сидят пристроились и, в общем-то, скажем так, как Чапай с картошкой, ну тут хоть воевал, понимаете, Чапаев, ну берут эту картошку и так раскладывают, и, в общем, как бы великие полководцы. Вот в чем проблема, не выдержит страна. Вы знаете, с учетом ресурсов денежных, которыми закидывают страны Запада, все эти европейские подсвинки, Украину, я думаю, что еще годик, другой, а может даже третий украинский режим протянет. Конечно, число значит, людей, как они их рассматривают, кормовая база будет неумолимо сокращаться. Неумолимо сокращаться. Но это не вымершие практически Эстония, Литва и Латвия. Еще люди есть, и еще в бой не кинуто самое активное и молодое мясо. Я использую, значит, фразеологию украинских нацистов. То есть это молодежь 18-25 лет. Поэтому, если кто-то не успел выехать, он будет, конечно, мобилизован, потому что я думаю, что со дня на день, значит, это разрешение на выезд им будет отменено. Но в целом-то, в целом понятно, что вы описали картину дальнейшей деградации Украины. И самое главное, что люди к этому привыкают. Вот вы говорите, концерты в Измаиле, это оказывается в воюющей стране еще всякие концерты. В Киеве там, значит, вот эти гопники с квартала 95 проводили новогоднее шоу. В Одессе в кафе сидят, пьют капучино, снимают работу средств ПВО. Вот это самое трагичное еще для народа. А мы в своих эфирах, и я как белорус всегда, значит, волнуюсь о будущем украинского народа, потому что считаю, что это частичка в том числе и меня самого. Вот эти все наши 3 народа: русские, белорусы и украинцы. И я волнуюсь о будущем, что люди совершенно забыли, что такое нормальная жизнь в режиме нормального времени. Вот у нас прошло в Беларуси Всебелорусское народное собрание. Вот мы обсуждали, видите, Талмуд какой, значит, программа социально-экономического развития. Вот, значит, все здесь итоги, вот схемы, да, чего мы достигли, что мы планируем. Мы только, значит, за 5-летку 73 школы построили, да, например, вот подводя итоги. Значит, безработица достигла 3%, инфляция упала до 5%. Мы сидим и обсуждаем, какие объекты и сколько километров дорог надо будет, значит, построить на ближайшую 5-летку. Вот, значит, кстати, этот пример привели на Всебелорусском народном собрании, а воюющая страна в это время разрушает культурное свое собственное наследство и, значит, переименовывает копейку в шаг. Ну, это вызвало буквально шок у делегатов вот нашего даже собрания, потому что, значит, мы никогда, конечно, с этим не сталкивались, с вот этой всей военной тематикой, с военным положением, но мы же к этому и не подходили. Ведь к этому подойти можно очень легко. Я напомню вам, что 8 лет Россия пыталась впихнуть Донбасс обратно в Украину. В том числе выступая против мнения самих жителей, значит, этих регионов.
И казалось бы, так ты ж забери просто, ну просят они отдельный раздел в Конституции, да, ну сделайте для них раздел. Придет время, потом поменяйте как-нибудь. Значит, сделайте все плавно, нежно. Но вот украинский политический класс с такой вот стремительностью и с настойчивостью самоубийцы прошло вот этот весь путь. И сейчас разрушает успешно не только свою страну, не только, значит, страну, но и сознание простого человека. Люди уже привыкли к смертям, к войне, к кровище этой. И тут возникает, знаете, какая опасность? А смогут ли они потом жить без этого адреналина? В том числе получая его из соцсетей, да, значит, ну, как у нас говорят, что даже талибы, выступая там на своих все время регулярно заседаниях правительства, говорят, вы что, хотите как в Украине? Вот, то есть, значит, поэтому территория сейчас Украины может превратиться в такую смесь Сомали и байденовского Афганистана. И все к этому идет. И вы говорите, вот, а как разрубить Гордиев узел? Я все время, начиная с начала специальной военной операции, обращался к украинским военным. Хоть это не самый хороший вариант. И все эти перевороты, все эти неконституционные изменения – они ни к чему не приводят. Но тут есть вопрос какой. Первое. Юридически в Украине сейчас нет президента. Это, к слову, к тому еще, если даже проработаем все эти 10, 20, 28 пунктов, станет вопрос, а кто его подпишет? Мирное соглашение. С Зеленским никто ничего подписывать не будет. А он же, естественно, упрется. Он скажет, нет, это дело чести, я не позволю подписать это Стефанчуку. Вот 100% так и будет, если проработаем даже все эти пункты. Так вот, вопрос в чем? Вопрос, что сейчас юридически в Украине нету президента. Его полномочия истекли в мае 2024 года. Значит, все юридические компании подтвердили, значит, куда обращались, в том числе наши специалисты, что ну нет такого. Вот у Рады есть полномочия, а у президента Украины ну нету, не зафиксировано это нигде в Украине, все эти пробелы. Соответственно, власти-то нет верховной, получается. Вот, значит, с другой стороны, и политический класс Украины ничего не хочет делать для того, чтобы остановить войну. Вот выступали в Раде, значит, вот хоть кто-то, было прямое заседание, я тоже включил, понаблюдал, вот хоть кто-то подошел бы и сказал, слушайте, чем мы занимаемся, во что мы влезли за эти годы? У нас война, у нас есть противник. Давайте думать, что делать. Давайте, значит, сформируем делегацию Радой и поедем к этому противнику разбираться. Давайте выяснять, что как с этого вылезти. Ни один человек этого не сказал, потому что они обогащаются. Это же все понятно. Потому что Да. кому война, а кому мать родная. Темки, Соответственно, темки, схемки, и вот такие там как бы руками всхлипывают, руками, так скажем, разводят. Говорят, вот парламент не представлен на переговорах. Ну, имеется в виду, так как... представьте его, у вас же вся власть. Кто мешает сформировать? Так я к чему подвожу, вот, Александр? Значит, первое, военные не хотят или пока не могут. Политический класс, значит, может, но не хочет. Значит, остается только русская армия. А какой другой вариант? Трамп, даже если бы хотел, ему не позволят. Это глубинное государство. Плюс мы не забываем, что вся американская элита, что республиканцы, что демократы, они все по сути своей, значит, выступают всегда против России, являются такими русофобами. Плюс там общество еще не получило такого перелома, как получили, допустим, в странах Вышеградской группы. В Чехии, Словакии, Венгрии, где порядка 60-90, как в Венгрии, процентов выступают против помощи Украине. В США сейчас это примерно 50 на 50, даже с небольшим преимуществом в пользу Украины. Поэтому, естественно, политический класс Америки, в отличие от политического класса Украины, строго следит за настроениями избирателей и следует в этом фарватере. Соответственно, и Трамп, даже если бы захотел,
наш, значит, миротворец, самый главный, переименовавший Министерство обороны в Министерство войны. Вообще, какая эпоха постправды, да? Ну ладно, бог с ним. Даже он не сможет остановить войну. Потому что вы видите, как дерзит эта зеленая шпана. А значит, кое-кто умрет. Ну, понятно, про кого он имел в виду, потому что про Путина он прямо говорил, Путин старый, и он скоро умрет. Значит, соответственно, если не могут украинские военные, если не может украинский народ заставить своих избирателей выполнять и как-то артикулировать интересы, значит, только российская армия. Только российская армия может разрубить этот Гордиев узел. Может, вы предложите какие-то другие варианты? Может, какие-то инопланетяне прилетят? Я Да, не верю. инопланетяне прилетят. Задавали ж вопрос, скажем так, а что вы думаете по поводу, и сам же Путин когда-то говорил, по поводу внешнего управления? Ну, мол, он четко ответил, что это как идея, там, в принципе, так умозрительно, да, но это все зависит от Запада. Почему? Потому что, давайте будем откровенны, вот сейчас визиты Зеленского напоминают ну, малоэффективные, скажем так, командировки, да, вот эта история со вчерашним приездом в Польшу, вроде как с помпой красиво, очень красиво сделали лица, ну, то есть прям Навроцкий, но по идее Навроцкий же должен приехать был в Украину. Ну вот он должен был приехать, потому что там, ну, такие правила, как бы не мне вам рассказывать, вы в курсе, когда переизбирается президент, он ездит по соседям. Ну, первые свои визиты, да, или переизбирается, или избирается, Навродский, скажем так, избран, и он должен посетить ряд стран, с которыми граничит его страна. Ну, как бы, да, это у всех нормальных людей так. Но тут же закусились, какая-то была опять гонор, опять какая-то спесь друг на дружку, и Зеленский примчался. Что привез? Какие-то миги, может быть, привез. Ну, окей, миги и миги. Тоже хорошо, старые советские, тем более, что Польше они не нужны, они ждут оружия из Соединенных Штатов Америки, у них свои контракты и все свое. И то там достаточно вделанной, милой атмосферы встречи как бы прозвучали намеки, что как-то не совсем украинцы благодарны это. Ну, вот не совсем благодарны нам украинцы. А тут, говорит, спасибо вам еще раз. Ну, мол, Украина, Польша. И, в принципе, там триумфа какого-то, да, у Зеленского тоже ведь не вышло. Потому что, как ни крутите, 90 миллиардов это просто, ну, скажем так, раструсить европейского налогоплательщика, поляков в том числе, которые, конечно, на войне в Украине заработали свой и человеческий капитал, и бизнес, и, ну, в общем, там, если сравнить, что они потратили и что они получили, прямо и косвенно, конечно, Польша, ну, скажем так, с точки зрения многих показателей, ей выгодно, да, то, что произошло, потому что поехали богатые, обеспеченные прятать свое непосильно нажитое, понимаете, еще и внедряются все в семьи, внедряются все в общество, короче, становятся поляками, по большому счету. Потому что, с одной стороны, можно сказать, ну, карта побуту – это карта побуту польская. Но, по большому счету, давайте так, слишком все это долго идет, и большинство гражданств получают украинцы именно в Польше. Ну, потому что проще, там, и кто по корням доказывает, кто по времени пребывания, кто экзамены сдает, кто воссоединяется с семьями и так далее. И вот мы видим, что вот эти европейцы, они, ну, давайте так, они вроде как не хотят, чтобы война закончилась, но с другой стороны, пора уже и раскошелиться. А в Украине, вот если продолжать тему Украины, ну, предложение Путина о том, что давайте, собственно, украинцы, которые в России проголосуют, Зеленский встретил в штыки. Ну, мол, как? Да, то есть он уже дал ответ в своих комментариях, говорит, нам невозможно, нельзя нам навязывать вот это все, Россия хочет и выборы у нас контролировать, не получится, мы отказываемся, мол, как так? Он не сказал прямо, потому что сказать прямо, что ты украинский гражданин, живущий на территории России, ты вообще уже не украинский гражданин, ты бесправный, скажем так, предатель и, в общем, коллаборант, человек, который выбрал сторону России. Ну, так он же сам когда-то говорил, Зеленский, как-то, не нравится, чемодан, вокзал, Россия, не нравится, выбирайте и едьте с Донбасса там или не с Донбасса, давайте.
Только это такой псевдо-выбор. У людей выбора, получается, нет. И я так понимаю, что те украинцы, о которых там говорилось вчера в контексте выборов, которые как бы должны проголосовать, ну это уже все, отрезанный ломоть. А вы как думаете? Я думаю, да. Единственное, что украинский режим боится применять соответствующие рестрикции, репрессивные меры, потому что число-то украинцев, живущих, избежавших с этой территории в Россию, оно колоссально. Путин назвал от 5 до 10 миллионов. Ну, официально, я напомню, было 5,5 миллионов. То есть мы, когда все время говорим про вот украинцы, диаспора, мы забываем, что номер один диаспора в мире – это Россия, потому что только по официальным данным 5,5 миллионов граждан Украины находятся на территории России. А Путин вообще расширил это число от 5 до 10, может быть, связано с какими-то вопросами, нюансами учета, с проживанием на новых регионах, до 10 миллионов. Это что получается, если признать, значит, их отрезать юридически, а их, получается, надо только так отрезать. Потому что, смотрите, если их не отрезать, то не будет кворума, явки не будет. Не состоится просто никакие выборы. Ну, если, конечно, не пойдут по молдавскому и этому румынскому сценарию под названием Шахер-Махер. Значит, соответственно, паспортов их лишишь. Тогда получишь не 35 миллионов украинцев, которые проживали на дату принятия бюджета перед началом специальной военной операции, а 20, 18-20 миллионов. Соответственно, это будет катастрофа историческая. Историческая катастрофа Зеленского. Поэтому он здесь в определенном Цуцванги. Вот, значит, а Путин поставил очередные, можно сказать, невыполнимые при желании этого правящего класса условия. Значит, это говорит о том, что может и 27-й год продолжится все это обсуждение мирного плана. Вы знаете, что мы когда вот говорим еще такой момент, как мало кто говорит про Стамбульские соглашения, так детально, как мы сегодня с вами их проработали, да, обозначив желание украинской стороны в 250 тысяч армию, в то время, когда у них были все козыри. И вот сейчас, когда козырей нет и стратегическая инициатива у России, значит, 600-800 тысяч. Я прошу прощения, что это все проговариваю, потому что нас смотрит широкая масса простого народа, им надо вот все, так сказать, по полочкам разложить. Так вот, мы еще не учитываем миллионы людей, которые страдают от этого конфликта вообще и даже погибают, не рождаясь. Знаете, в каком регионе? В Африке. А знаете почему? Потому что раньше, до начала специальной военной операции, военных действий, военного конфликта, в Африку выделяли порядка 80 миллиардов долларов в год на борьбу с инфекционными заболеваниями и с мероприятиями по, значит, недопущению и снижению детской смертности. Сейчас эта цифра снизилась до 39 миллиардов, в 2 раза. Одна доля только США снизилась на 67%, а доля стран Европы и Британии там, от 9 до 17%. К чему это привело? Дело в том, что удалось в результате этих серьезных вложений, 80 миллиардов в год, снизить детскую смертность с 10 миллионов до 5. 5 миллионов детей в год умирает в Африке. Умирало 10. И сейчас, как заявил Билл Гейтс и его супруга, в обратку все пошло. Из-за того, что идет война, военные бюджеты все уходят туда, как в прорву, только режим Байдена отдал 350 миллиардов. Африканскому континенту на эту программу, значит, по защите, по снижению детской смертности и борьбу с вот этой триадой, которая уничтожает человечество в Африке, это СПИД, значит, малярия и туберкулез, значит, это все снизилось резко в 2 раза, а США на 67% значит, прекратило финансирование, снизило. И фонд Билла и Меланды Гейтс, значит, заявил о том, что все идет в обратку, и только за последний год уже на 1 миллион человек увеличилась смертность.
Вы представляете, вот казалось бы, тут в регионе какой творится ужас, а это еще отдается по всему миру, по всему миру. И вот в качестве, значит, такой трагедии, вот вам пример абсолютно живой, основанный на фактах с линейной взаимосвязью. У них нет денег на Африку, потому что все надо отдавать украинскому режиму, туда в котел своему проксику. И это тоже очень важный аспект, который мы должны учитывать в рамках понимания вот этой всей трагедии, которую мы наблюдаем. Ну и вопрос, конечно, в каждом эфире мы думаем, когда завершится это или приостановится это саморазрушение украинского народа, украинского политического класса. Дата Нового года Э, приостановится. Как вам Нет, думается? оно остановится только когда остановится поток денег. Когда Мгм. прекратят, значит, США остановила полностью, если вы обратили внимание, с второго квартала 2025 года сумма, значит, финансирования ноль. Ну, если верить тем графикам, которые мы смотрим в зарубежных источниках. Но Европейский Союз же не унимается. Потому что Европейский Союз, фактически лидеры ЕС, это проводники самого настоящего нацизма, потому что они генетические нацисты. И это не какой-то штамп, не какой-то перл. Возьмите вот эту, значит, то, кто сменила Ричарда Мура, Блейс Митревелли. Внучка палача нацистского Добровольского Константина по кличке Мясник. Значит, в своих письмах он лично хвалился, что, значит, уничтожил более 300 несчастных, значит, украинцев, евреев, русских, советских граждан в Сосенце. Он лично писал в письмах, что снимал кожу с евреев. Вы представляете, какой степень, значит, разложения достиг Европейский Союз и Британия? Если бы раньше были такие факты, вот, это же был такой зашквар, а не то, что Ми-6, ее туда уборщицей не взяли. А сейчас эта внучка, значит, Блейс Митревелли, да, внучка Константина Добровольского, возглавляет одну из самых влиятельных спецслужб мира. То же самое все остальные. Бербаки, значит, Мерцы. Кто такой был обер-шарфюрер Йозеф Пауэлл Савиньи? Бургомистр одного из немецких городов, член национал-социалистической рабочей партии с 1933 года. Это как у нас, да, член КПСС, помните, да, там стаж был очень престижным с момента основания. Это дед господина Мерца. Поэтому эти проводники нацизма рассматривают Украину как свое, так сказать, наконечник своего копья в нацистском реванше. Это никакие не штампы пропагандистские. Это все просчитывается, все просматривается, все генетически взаимосвязано. Поэтому пока они будут выделять деньги, тогда и будет война длиться. Деньги это ж кровь, да, которая идет по сосудам. Уберите кровь, организм загнется. Значит, выделять они будут. Они даже идут на беспрецедентные меры, которые в таком масштабе рассматриваются как грабеж, хищение, заложники, да, резервы, активы России, которые принадлежат народу России, рассматриваются как взятые в залог у них. Вот, то есть они готовы, это о чем говорит? Это же очень важные репутационные издержки. С Евроклира уже пошли утечки средств Эмиратов, персидских других монархий, Китая. Значит, они пошли на эти издержки, говоря всем, что мы идем до конца. Поэтому, значит, мы будем проходить этот путь вместе с ними, к сожалению. Либо они до своего конца дойдут, либо мы. В данном случае русская армия, Беларусь, украинский народ. Мы все в одной лодке. Все в одной лодке, потому что они нас все равно за людей не рассматривают. Они рассматривают Украину как дикобраза. Поэтому, значит, либо они до конца дойдут, либо мы. Но есть еще момент, связанный с возможностью перевыборов и изменения политического вектора.
Дело в том, что и во Франции, и в Британии, и в Германии люди против финансирования войны и за мирное урегулирование. Вы видите рейтинг Мерца, Макрона и Стармера. Это же дикие цифры. Дикие. 10-11%. Ну, у Мерца какой-то рекордный до 20 дорос. Точнее, упал там в 2 раза. А у Макрона Мерца по 10-11. И смотрите, ничего это не влияет. Так они, может, и выборы проведут, как в Молдавии, в следующем выборном цикле. И, соответственно, опять это будет продолжаться. То есть, соответственно, и европейские избиратели не смогут изменить этот вектор. Значит, мы идем до конца. Либо они, или мы. Я так понимаю. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях. Они, мы. И знаете, в этом всем, конечно, кошмаре, который сейчас муссируется, остается-то все меньше и меньше времени до Нового года. Меньше и меньше. Всегда есть надежда на чудо, всегда есть надежда на что-то доброе, что-то светлое. Давайте не терять эту надежду вместе. Увидимся. Добра и света.